Мы сегодня обсудим вопросы, связанные с повышением заработных плат работников бюджетной сферы, с увеличением пенсий и дальнейшим снижением уровня бедности, ростом доходов граждан. Все это важнейшие приоритеты государства. Они отражают социальную направленность работы органов власти, правительства, как на федеральном уровне, так и на региональном, на местном уровне тоже, разумеется. И, конечно, имеют особое значение для демографического развития, для благополучия российских семей, людей старших поколений, для всей страны. Уровень заработных плат, например, в здравоохранении, да и в образовании, в науке, в культуре, в других бюджетных сферах напрямую влияет на повышение эффективности этих отраслей, а в конечном счете на достижение национальных целей развития. Нам также важно и дальше системно работать над увеличением доходов пенсионеров. Как и было обозначено в майском указе 2024 года, пенсии должны расти темпами не ниже инфляции. С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего 2025 года. В свою очередь, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера. Средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет социального фонда. Сейчас фонд имеет надежную доходную базу благодаря растущим номинальным, а главное реальным заработным платам в экономике. И, конечно, в любых условиях государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан в полном объеме. Что еще отмечу? Наши решения по увеличению зарплаты в бюджетной сфере и доходов пенсионеров опираются прежде всего на положение дел в экономике. Как уже говорил, вопросы улучшения качества отечественной экономики, борьбы с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов заслуживают самого пристального внимания. Это не только укрепляет инвестиционную, конкурентную среду, но и позволяет получить дополнительные бюджетные доходы, которые могут направляться в том числе на решение тех задач, которые мы сегодня будем обсуждать. Добавлю, что увеличение зарплаты и в бюджетной сфере, и в других отраслях стимулирует внутренний спрос, развитие собственных производств и сферы услуг. Позитивно отражается на экономической динамике в целом. Такой рост, структурные изменения занятости, формирование экономики высоких зарплат являются базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, для повышения благополучия российских семей. Как уже отмечал, за последние годы мы добились опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан. И уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях. Напомню, собственно, мы это хорошо знаем и помним, если в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имели 42 миллиона человек или 29% граждан, то по итогам прошлого года 7,2% или чуть более 10 миллионов человек. В текущем году позитивная динамика здесь сохраняется. Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год, а именно снизить уровень бедности до менее 7%, а к 2036 году менее 5%. Обращаю внимание, при оценке уровня бедности важно видеть объективную, полную картину материального положения человека и его семьи. Использовать и другие комплексные подходы, кроме учета размера дохода. Прошу коллег иметь это в виду и соответствующим образом анализировать работу по борьбе с бедностью, донастраивать систему поддержки граждан. В этой связи отмечу, что со следующего года будет введена новая мера поддержки семей с 2 и более детьми, так называемая семейная выплата. Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше 1,5 прожиточных минимума в регионе. В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что
было уплачено свыше, вернется в семью. Для этого нужно будет подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября. Напомню, что эта процедура должна быть максимально простой, удобной и необременительной для людей. Подчеркну, что семейная выплата вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется. Рассчитываю, что новый инструмент будет востребован и поможет сделать нашу систему социальной поддержки еще более адресной, эффективной и справедливой. Татьяна Алексеевна, пожалуйста, вам слово.